последнюю чашу меда дикого засеки великую. Виталий, сможет ли кто-то вам составить конкуренцию на левых руках сейчас? Если нет, то кто в ближайшее время по силам? Когда мы с вами, друзья, увидим Инстаграм Виталия Лалитина, как он качает бок, как тренирует чины мощные, ну, то есть это будет первый шаг к тому, сделал выводы. Все эксперты мне говорят в один голос, что Виталий – это самый одаренный супертяжеловес планеты. Самый одаренный. И это уже вопрос самого Виталия, как он вот этим талантом своим, который в него вложила природа, воспользуется. Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. 4-1. С таким счетом Виталий Лалитин одержал победу в реванше с Дэйвом Чаффи. Их армфайт прошел в рамках 10-го шоу King of the Table и, как мне кажется, полностью реабилитировался за свои предыдущие поражения и от Чаффи, которому проиграл в прошлый раз 4-3, и от Гаспарини, которому проиграл в упорной борьбе 4-2. Виталий смог полностью сконцентрироваться на подготовке к данному поединку. Разгром Чаффи 4-1 показал нам, что Виталий изменил свою подготовку и помимо своего коронного движения верхом стал уделять внимание боку. Это, конечно, не чистый бок, а бок с акцентом на пронирующее движение. Но к этому движению Чаффи был совершенно не готов. На мой взгляд, Виталий нашел свое противодействие против борьбы в трицепс. Вот что думает о сибирском рукоборце Василий Кузнецов. Вопрос из зала. Как вы думаете, Виталий Лалитин сделал выводы с проигрыша Гаспарини? Он улучшится? Ну, это мы посмотрим. Когда мы с вами, друзья, увидим Инстаграм Виталия Лалитина, как он качает бок, как тренирует чины мощные, ну, то есть это будет первый шаг к тому, что он сделал выводы. Посмотрим. То есть я с ним разговаривал, он очень серьезно отнесся к этому поединку. Он предпринимает определенные шаги с точки зрения работы, всего и времени. Но посмотрим, опять же, это покажет нам на следующие поединки. Я считаю, что Виталию нужно менять тренировочный процесс. То есть ему нужно укреплять свои слабые места. Его сильные места и так хороши. А его отстающие стороны, они так и остаются слабыми. И тот же самый Гаспарини, он же смотрит, он же следит за своими конкурентами. То есть он сработал на слабых местах Виталия. И это сейчас, что во время их того знаменитого спарринга. То есть за это время ничего не изменилось. Посмотрим, изменится ли. Но опять же, это не мое личное мнение, мнение всех экспертов, с которыми я разговаривал. То есть Виталий Лалитин, все эксперты мне говорят в один голос, что Виталий – это самый одаренный супертяжеловес планеты. Самый одаренный. И это уже вопрос самого Виталия, как он вот этим талантом своим, который в него вложила природа, воспользуется. Но я считаю, что он должен бороться за титул короля мирового армрестлинга уже давно. Но он должен захотеть, потому что это требует определенных усилий. И тут не вопрос про фарму. Тут многие говорят, что чтобы Виталику выиграть, ему нужно зафармиться. Нет, это не вопрос фармы, это вопрос прежде всего тренировочного процесса. Я вам скажу, я снимал выпуск как-то про Алана Залоева. И я снял целиком его тренировку. Одну тренировку. Он за одну тренировку делает упражнений больше, чем Виталий Лалитин делает за месяц упражнений. И поэтому Алан настолько универсален, настолько силен, настолько он доминирует в своей категории.
Вы посмотрите, как, например, борется Сармат Дигуров. То есть, вот понаблюдайте, например, 5-й турнир АМС. У него там очень сложные были соперники, в том числе Ичкити. И у него первый вариант не проходил, как бы первый поединок финальный не получился. Рядом ходит Хаджи и подсказывает Сармату, говорит: Сармат, поменяй технику, вот так вот пойди. Сармат его слушает, меняет технику и выигрывает. И какой мы из этого делаем вывод? Мы делаем, потому что Хаджи мог сказать совет каждому. У него хватает там знаний, он понимает армрестлинг, он может каждому подсказать. Но не каждый сможет эту подсказку исполнить, потому что все эти вещи нужно прорабатывать на тренировках. А я понимаю, что Сармат, что Алан, что Хаджи, все эти варианты, они прорабатывают на тренировках. И они в течение поединка могут менять варианты борьбы. Потому что во Владикавказе, в Осетии есть школа. Есть вот реальная школа армрестлинга, которая насколько это можно гарантировать вообще, выдает чемпионов высокого класса. Сармат Дигуров, Алан Залоев, Хаджи, Георгий Таутиев, да, вот из тех, кто сейчас борется. Все из Осетии. Они из Осетии раз, и во-вторых, они с каждым разом становятся сильнее, они с каждым разом добавляют что-то где-то, да, то есть Хаджи, который борется верхом в какой-то момент, понимаешь, приходит за стол раз и борется верхом, и верхом выигрывает Тадзилу. Да. А какие добавки принимает сибирский чемпион? Давайте спросим у него. Нет, конечно, фарма – это не наш метод. Вот спортивное питание – это да. Самое главное, это для меня омега-3. Угу. Сейчас даже покажу, у меня есть. Вот, значит, омега-3. Это вот именно такого вот хорошего производителя. Там достаточно даже одной капсулы в день. Цинк. Магний, наверное. Глюзамин, да. Глюкозамин у меня. Глюкозамин. Да, с хондроитином. Кальций. Обязательно. В принципе, все такое самое основное из моего рациона. Потому что остальные там тоже можно, конечно, добавки принимать. Но пока мне этого хватает. Друзья, я уже много лет занимаюсь тренерской работой, и для меня всегда очень важно было то, как мои спортсмены восстанавливаются после тренировок. От этого напрямую зависит их результат на соревнованиях. Самое главное для спортсмена, который хочет добиться максимального результата, это продуктивно потренироваться и хорошо восстановиться. Предлагаем вам предтренировочный комплекс Hurricane Energy от известного бренда спортивного питания Magic Elements. Данный комплекс разработан немецкими учеными и в разы повышает силовую выносливость, усиливает концентрацию внимания и, что немаловажно, обладает жиросжигающими свойствами. А чтобы ваши мышцы как можно быстрее восстановились, приобретайте БЦА аминокислотный комплекс с витаминами и минералами Renovator. И результат не заставит вас долго ждать. Magic Elements – это высокое немецкое качество по приемлемым ценам. Если спортивное питание, то Magic Elements. Заказывайте на маркетплейсах Wildberries и Озон. Здесь вы можете приобрести любые спортивные пищевые добавки, не выезжая в Германию, такие как креатин, протеин, БЦА, витамины и предтренировочные комплексы и многое другое. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Полностью согласен с Василием насчет осетинской школы, но я знаю еще одну школу, где вас точно научат разносторонним техникам нашего вида спорта. Это школа армрестлинга Петербурга, которую должен посетить каждый рукоборец хотя бы раз. Тем более один из руководителей школы, Виктор Шевеленко, регулярно проводит здесь мастер-классы и открытые дни борьбы. Еще одна причина приехать в Питер – это ближайший турнир АМС, который состоится уже 25 мая 2024 года. А если вы из другого города, то я знаю, где вам лучше всего остановиться. В Мурино по адресу Петровский бульвар 12, корпус 1 на 10 этаже есть уютная студия с камином. В квартире есть все необходимое – чайник, микроволновка, газовая плита и даже стиральная машина. А вот вид с балкона просто великолепный. Хозяйку зовут Татьяна. Ссылку на бронирование и телефон я оставлю в описании к видео.
Сейчас все в предвкушении борьбы Девона Ларата и Ливана Сагинашвили. Но увидев, в какой форме сейчас находится Виталий и какую он сделал работу над ошибками, я бы лично хотел бы увидеть реванш Лалитина и Сагинашвили. Уже тогда, в 2019 году, будучи легче Ливана, атлет из России смог дать бой грузинскому Халку, хоть и проиграл. А сейчас, когда работа у Виталия отошла на второй план, спортсмену из Грузии было бы ой как нелегко. А вы бы хотели увидеть этот поединок и готов ли уже к нему Виталий? Напишите в комментариях. Я Дмитрий Касатов. Выступаю на соревнованиях по силовым видам спорта уже более 30 лет. Сначала это был пауэрлифтинг и армрестлинг, сейчас выступаю в жиме лежа. И лет 15 уже произвожу оборудование для пауэрлифтинга. Сначала это были скамьи для жима и стойки для приседаний. Сейчас это уже полный спектр оборудования для фитнес-клубов и тренажерных залов. Весь ассортимент вы можете посмотреть на моем сайте по ссылке в описании. Также подписывайтесь на меня в Инстаграм, где кроме своих тренажеров я выкладываю еще и секреты своей подготовки соревновательной в жиме лежа. Вы еще планируете на AMC выступать? Да, планирую, если AMC будет в Красноярске, как раз в мае месяце, будет он именно в Красноярске, где я живу, я буду выступать, да. Виталий, хотите ли забрать пояс у Морозова, спрашивают у нас люди. Я хочу, Морозов не хочет. Все идет к тому, что нам в любом случае придется побороться. Мы с ним как бы друзья, дружим, ну, дружба, я понимаю, но мы сейчас работаем для себя, работаем для зрителей. Да, но поезд, он домой сам к себе не уедет, может мне отправить по почте его. Придется за ним приехать. Ну да. Виталий, сможет ли кто-то вам составить конкуренцию на левых руках сейчас? Если нет, то кто в ближайшее время по силам? Ну, на левой. Сейчас на левой руке из тех, кого я знаю, но я думаю, смогу мне составить конкуренцию Имам Матюшенко, Алижан Муратов, это Алекс Курдеча, ну и в первую очередь Артем Морозов. Угу. То есть сейчас по нынешней статистике я стою за Артемом Морозовым на втором месте. И мне хотелось бы, конечно, побороться и посмотреть, действительно достоин ли я второго места, либо не достоин. Друзья, мы собираем средства для проведения очередного турнира по армрестлингу среди инвалидов. Соревнований для здоровых людей с хорошими призовыми много, чего не скажешь о турнирах среди инвалидов. И только от вас, от наших зрителей, зависит, получится ли у нас это сделать. Давайте все вместе поучаствуем в добром деле. Денежные средства, которые пойдут на оплату дороги, питания и призы победителям, можно выслать по номеру телефона, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравился ролик, пишите свое мнение в комментариях и не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке и с друзьями. Это важно для нас и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятулин Руслан. Диктор канала Курбанов Эрик. И, кстати, у меня тоже есть свой канал про армрестлинг и силовые виды спорта Берсеркер 13. Подписывайся.